1995 год. Санкт-Петербург. Забудь про Эрмитаж, белые ночи и разведенные мосты. Твоя реальность — это промерзлая слякоть, запах дешевого табака и свернувшаяся кровь на облупленном асфальте. Ты опер убойного отдела. У тебя нет сверкающего значка, кевларового бронежилета и крутого напарника с голливудской улыбкой. Твой арсенал — это затертое картонное удостоверение, хронический недосып и табельный Макаров, к которому вечно не хватает патронов. Страна развалилась, а закон превратился в туалетную бумагу. На улицах правят братки, натонированы в девятках и 600-х мерседесах. Они стреляют средь бела дня, делят ларьки и заводы. А ты ездишь на работу на прогнившем трамвае, потому что зарплату государству платить нечем уже 4 месяца. Твоя куртка насквозь пропахла сыростью и перегаром допросных, а дешевые ботинки промокают от первой же лужи. Это не красивое кино про копов. Это улица разбитых фонарей. Место, где нет супергероев и счастливых концов. Здесь выживают только те, кто научился быть злее и упрямее самих преступников. Ты толкаешь плечом тяжелую дверь обшарпанного кабинета. Дежурный телефон разрывается от звонка. Очередной труп. Начинается твоя смена. Смена длиною в жизнь. Твой транспорт — это дребезжащий милицейский уазик. Знаменитая буханка. Бензина на балансе отдела вечно нет. Ты и твои напарники скидываетесь последними мятыми купюрами, чтобы просто доехать до места преступления. Очередной питерский двор-колодец. Темнота, сырость, резкий запах помойки и мочи. На грязном снегу остывает жмурик в малиновом пиджаке. 3 пулевых в упор. Обычная коммерческая разборка. Рядом твоя команда. Они не похожи на суперменов из Голливуда. Ларин — вечный меланхолик, который цитирует стихи и глушит дешевый спирт. Дукалис — добрый здоровяк, способный вышибить железную дверь одним плечом. Казанова в своем нелепом красном шарфе и шляпе, стреляющий сигареты у эксперта. И Волков — самый молодой, чьи глаза еще не до конца потухли в этой системе. Вами командует подполковник Петренко по кличке Мухомор. Он орёт до хрипоты и трясет показатели, но в кабинетах начальства всегда ложится на амбразуру за своих пацанов. Вы — семья. Семья нищих ментов, брошенных страной на растерзание криминалу. Вы стоите над трупом, курите едкий беломор, и никто не произносит пафосных речей. Смерть здесь — просто рутина, килограммы бумажной волокиты и испорченные выходные. Ты достаешь помятый блокнот. Гильзы от ТТ, отпечатков нет. Местные свидетели слепые и глухи, потому что жить хочется всем. Абсолютный тупик. Но у тебя есть кое-что пострашнее современных ДНК-тестов и видеокамер. Твоя уличная паутина. Твоя паутина — это агентура. Никаких хакеров, биллинга сотовых или скрытых камер. Твой интернет — это прокуренные рюмочные, сырые подвалы и теплотрассы. Твои информаторы пахнут застарелой мочой и немытым телом. Ты покупаешь информацию не за доллары из бюджета. Их нет. Ты покупаешь ее за бутылку технического спирта «Рояль» или пачку сигарет с фильтром. Местный алкаш Петрович видел, как из двора с визгом вылетала вишневая девятка без номеров. Ниточка потянулась. Ты возвращаешься в 85-е отделение милиции. Обшарпанный коридор, где штукатурка сыплется на голову, а лампочки мигают, как в хорроре. Допросная. Никакого тонированного зеркала Гезела, только прикрученный к полу стул, стол с выжженными окурками краями и настольная лампа, бьющая прямо в лицо. Ты не зачитываешь права, как американский коп из телевизора. Ты кидаешь на стол пустую папку и смотришь подозреваемому в душу. Перед тобой мелкий бык. Он борзеет, плюет на линолеум и кричит про адвоката. Адвоката? Ты истерично смеешься ему в лицо. В 1995 году твой лучший аргумент — это тяжелый телефонный справочник или противогаз. Но ты профи, ты работаешь тоньше. Психология. Ты давишь на гниль. Угрожаешь закрыть его в пресс-хату к отбитым уркам, где он не доживет до утра. Бык ломается через час. Он потеет, трясется и сдает адрес малины, где прячется стрелок. Бинго! Но радоваться рано. У вас нет спецназа на подхвате. Брать вооруженных до зубов отморозков придется вам самим. Почти голыми руками. Задержание. Никакого спецотряда СОБР, кевларовых шлемов и светошумовых гранат. Твой бронежилет — это потертая кожанка, а тактический щит — гнилая дверь панельной хрущевки. Из арсенала только табельные Макаровы, которые клинят от плохой чистки, и один укороченный АКС-74У на всю группу, чудом выбитый у дежурного.
Вы крадетесь по заплеванной лестничной клетке, переступая через спящих бомжей и шприцы. Сердце бьет в горле, ладони потеют, скользя по рукоятке пистолета. В голливудских фильмах копы красиво выносят двери ногой. В питерской реальности железную дверь ногой не вышибешь. Твое оружие — хитрость. Ты зажимаешь глазок пальцем, стучишь и гнусалишь. «Соседи снизу, вы нас топите!» Секунды тянутся как часы. Щелчок замка, рывок. Вы вваливаетесь в прокуренную хату-малину. Воздух густой от мата, дыма и паники. Отморозок тянется к китайскому ТТ на столе. Время замирает. Ты не стреляешь в прыжке с двух рук в слоумо. Ты просто бросаешься на него всем своим весом, ломая мебель и кости. Дукалис с ревом припечатывает бандита мордой в липкий грязный линолеум. Хруст носа. Кровь брызгает на паркет. Щелчок старых наручников. Вы взяли его голыми руками, без единого выстрела. Тяжело дыша, ты вытираешь пот со лба. Кажется, это триумф? Как бы не так. Настоящий ад только начинается. Тебя ждет кабинетная мясорубка, где бандит с деньгами имеет больше прав, чем нищий мент. Кабинет следователя. Воздух можно резать ножом. Задержанный бык сидит на привинченном стуле и нагло ухмыляется сквозь разбитую губу. Он не боится ни тебя, ни твоего пистолета, потому что на дворе дикий капитализм. Через полчаса дверь с пинка открывает лощенный адвокат. От него несет дорогим французским парфюмом, который перебивает вашу кислую вонь дешевых сигарет. Адвокат кладет на стол пухлый кожаный портфель. Его шелковый галстук стоит больше, чем твоя годовая зарплата. Начинается фарс, бумажная война. Адвокат сходу шьет вам превышение полномочий, незаконное задержание и выбивание показаний. Телефон на столе мухомора надрывается. Звонит начальство с самого верха, из главка. У задержанного есть крыша, серьезные люди, авторитеты. Система, которую ты защищаешь, играет против тебя. Прокурорские требуют отпустить бандита под подписку о невыезде. Ты скрипишь зубами до боли в челюсти. Твои кулаки сжимаются так, что белеют костяшки. Ты рисковал жизнью, брал отморозка, а теперь должен выпустить его на улицу. Голливудский коп швырнул бы значок на стол и ушел в закат. Но у тебя нет значка, и тебе некуда идти. Это твой город. И ты садишься за разбитую печатную машинку «Ятрань». Начинаешь выбивать из нее доказательства, буква за буквой, лязгая клавишами. Ты похоронишь его под железобетонными уликами, даже если придется не спать еще 3 суток. Ты проиграл этот бой. Бандит ухмыляется и выходит на свободу, садится в черный тонированный джип и растворяется в питерском тумане. А ты остаешься в своем промерзшем кабинете, где из щелей в окнах дует ледяной невский ветер. Вечер. Смена окончена, но идти домой не хочется. Там пустой холодильник, холодные батареи и жена, доведенная до отчаяния твоим безденежьем. Вы собираетесь в кабинете у Соловца. На столе расстелена вчерашняя криминальная хроника. Меню роскошное. Криво нарезанная дешевая колбаса, дубовый плавленый сырок «Дружба», черный хлеб и банка килек в томате. В граненые стаканы наливается далеко не чай. Там мутная водка из ларька, купленная на последние копейки. Вы пьете молча. За оперов. За тех, кто не дожил. Эта прокуренная комната с облупившейся краской – твой настоящий дом. Эти измотанные мужики в вытянутых свитерах – твоя единственная семья. Казанцев травит очередную сальную байку, чтобы снять напряжение. А Волков берет старую гитару. Хриплый голос затягивает дворовый романс. Музыка лечит ваши оголенные нервы. В этот момент нет ни бандитов, ни продажных прокуроров, ни нищеты. Есть только стальное братство убойного отдела. Вы брошены государством на съедение волкам, но именно вы держите этот гниющий город на своих плечах. Завтра новый труп, и если кто-то из вас получит пулю, остальные перевернут весь Питер вверх дном, но найдут стрелка. Утро бьет по вискам похмельем и ледяной водой из ржавого крана. Твой китайский пейджер на поясе истошно вибрирует. Стандартный код – убийство. Ты запрыгиваешь в холодный уазик. На этот раз не грязная подворотня, а центр города. Невский проспект. Никакой пьяной поножовщины. Это профессиональный заказняк. В луже крови лежит крупный теневой бизнесмен, а рядом на асфальте – брошенный автомат Калашникова со спиленными номерами. Ты смотришь на этот ствол и кожей чувствуешь пропасть между тобой и криминальным миром.
У бандитов новенькие ТТ, снайперские винтовки, гранаты и радиостанции, купленные на черном рынке у проворовавшихся армейских прапорщиков. А у тебя табельный ПМ лохматого года выпуска. 8 патронов в магазине. И за каждый выпущенный свинец ты будешь писать горы рапортов, доказывая прокурору, что стрелял по инструкции. Бронежилеты? Вам выдают тяжелые списанные жилеты, которые весят как чугунная батарея, но пробиваются из калаша на вылет. Ты – живая мишень в тире. Охотник, вышедший с перочинным ножом против медведя-шатуна. Киллер сработал чисто. Сбросил ствол, растворился в толпе, ушел проходными дворами. Ни отпечатков, ни свидетелей. Только испуганные зеваки и вой мигалки. На месте преступления появляется начальство из главка. Гладкие лица, чистые ботинки. Они орут, брызжут слюной и требуют результат еще вчера. Раскрыть любой ценой. Иначе весь убойный отдел пойдет на улицу мести дворы. Это больше не работа. Это война на истощение. Начальство дало срок. 3 дня. У тебя нет ни единой зацепки. Зато есть наглость отчаяния. Ты едешь не в стерильную лабораторию искать микрочастицы. Ты едешь в подпольное казино «Нева». Неоновые вывески слепят глаза. Охранник с бычьей шеей презрительно кривится, глядя на твои стоптанные ботинки. Но ты молча отшвыриваешь его в сторону, сверкнув красной корочкой. Ты врываешься в VIP-закрытую кабинку, пропитанную сладким дымом дорогих сигар, запахом коньяка Хеннесси и дорогих шлюх. За столом вальяжно развалился местный авторитет, смотрящий. На его шее золотая цепь толщиной с палец, на запястье часы, стоящие как весь твой убойный отдел. А у тебя в кармане дыра, пустой проездной и мятая сигарета. Он смеется тебе в лицо, предлагает присесть, подвигает по сукну пухлый конверт с зелеными бумажками и советует забыть про жмурика на Невском. Вот он момент истины, двойной крючок твоей совести. Дома жрать нечего, жена плачет по ночам. Одно движение руки, и ты богат. Но ты смотришь в его холодные пустые глаза, медленно достаешь свой потертый Макаров и с громким лязгом кладешь его прямо на конверт. Клац! Ты снимаешь пистолет с предохранителя. Музыка стихает. Девочки с визгом вжимаются в кожаные диваны. Ты наклоняешься через рулетку и тихо шепчешь авторитету пару слов о его крысятничестве из общака. Его наглая ухмылка сползает, как грязный снег. Он бледнеет и выдает тебе имя киллера. Цель найдена, но брать этого стрелка придется прямо в его логове. Адрес киллера – не роскошный пентхаус, а гнилая коммуналка на Лиговском проспекте. В длинном темном коридоре воняет вареной капустой, кошачьей мочой и безысходностью. Твоя команда в сборе. Вы жметесь к обшарпанным стенам, с которых свисают липкие ленты от мух. Никаких раций в ушах и тепловизоров, только жесты, нервный пульс и сбитое дыхание. За хлипкой дерматиновой дверью сидит профессионал, у которого патронов больше, чем на складе вашего РУВД. Дукалис кивает, готовясь высадить замок плечом. Ты достаешь свой ПМ, досылаешь патрон в патронник. Клац! В мертвой тишине этот металлический лязг звучит, как удар колокола. И тут начинается кромешный ад. Киллер не ждет вежливого стука. Он прошивает дверь длинной слепой очередью из автомата. Трах-тах-тах! Деревянные щепки летят в лицо. Штукатурка взрывается белым облаком. Вы падаете на заплеванный пол, закрывая головы руками. Раскаленный свинец крошит кирпич в миллиметре от твоего виска. В ушах стоит дикий звон. Воздух мгновенно густеет от едкого запаха пороха и жженной проводки. Ты перекатываешься, бьешь ногой по изрешеченной двери, и она с хрустом вваливается внутрь. Ты влетаешь в комнату, готовясь нажать на спуск, но замираешь. Картина маслом. Киллер стоит спиной к разбитому окну. В одной руке дымится ствол, а в другой зажата ребристая зеленая граната F1. Знаменитая «Лимонка». Чека уже выдернута. Он тяжело дышит и безумно скалится. Одно движение его пальца, и вы все превратитесь в кровавое месиво на выцветших обоях. Шах и мат? Нет, твоя смена еще не закончена. В комнате повисает звенящая тишина. Слышно только, как монотонно капает вода из ржавого крана на кухне. У тебя есть 3 секунды, чтобы решить, прыгать обратно в коридор или стать мясным фаршем. Голливудский снайпер выстрелил бы злодею точно в глаз. Но в реальности пуля не останавливает рефлексы. Его мертвые пальцы разожмутся, рычаг отскочит, и через 4 секунды прогремит взрыв. Разлет осколков оборонительной F1 – 200 метров.
В этой тесной коммуналке вас порвет на куски вместе с глухой соседкой за стенкой. Киллер истерично орёт, требуя коридор и машину. Он блефует, он тоже боится сдохнуть. И ты делаешь то, чему не учат ни в одной школе милиции. Ты опускаешь пистолет. Медленно. Шагаешь прямо на него, глядя в его расширенные от адреналина зрачки. За твоей спиной тяжело дышит Дукалис, готовый рвануть в любую секунду. Ты улыбаешься сухой безумной улыбкой и хрипло говоришь: «Кидай! Давай! Жми! Вместе в ад полетим! Мне зарплату полгода не платили! Мне терять нечего!» Ты ставишь на кон свою собственную жизнь. Шаг. Еще шаг. Ты подходишь вплотную, упираясь грудью в его кулак с гранатой. Психологическая дуэль. У кого первого сдадут нервы? У сытого наемника или у нищего опера, которому реально осточертела эта собачья жизнь? Его зрачки бегают, пальцы дрожат, по бледному лицу течет пот. Он ломается. Медленно вставляет чеку обратно. Лязг металла. Выдох. Дукалис мгновенно сбивает его с ног. Выжил, но на допросе этот стрелок назовет имя заказчика, и это имя заставит твою кровь застыть в жилах. Допросная. Кассетный магнитофон электроника лениво жует пленку, записывая каждое слово. Киллер выплевывает сгусток крови на стол и, наконец, называет фамилию заказчика. Твоя команда застывает. Воздух становится густым, как свинец. Это не очередной криминальный авторитет в спортивном костюме. Это крупный городской чиновник. Тот самый лощеный хлыщ в дорогом итальянском пальто, который еще утром брызгал слюной на месте убийства, тряс перед камерами журналистов пухлыми щеками и требовал от вас раскрыть дело любой ценой. Круг замкнулся. Вы поймали пешку, но король сидит в неприступном кабинете с дубовыми дверями и правительственной связью вертушкой. В 90-е годы чиновничья неприкосновенность — это броня покрепче любого танка. За ним стоят огромные деньги, незаконно приватизированные заводы и личная армия из бывших спортсменов-отморозков. У подполковника Мухомора трясутся руки. Он молча достает валидол и сует таблетку под язык. Система сожрала сама себя. По закону киножанра здесь нужно эффектно выбить дверь его кабинета ногой и надеть наручники под вой сирен. В реальности, если ты сунешься к нему с официальным рапортом, завтра тебя найдут на дне обводного канала с гирей на шее, а дело спишут на бытовуху. У тебя два пути: нажать на магнитофоне кнопку «Стереть», замять дело, получить щедрую взятку и впервые за год купить жене нормальной еды, или пойти против машины смерти, зная, что шансов выжить абсолютный ноль. Твой грязный палец зависает над красной кнопкой записи. Что ты выберешь? Твой грязный палец опускается на кнопку. Щелчок. Но не стереть. Ты нажимаешь «Стоп». В прокуренной допросной повисает тишина, тяжелая, как могильная плита. Ты вытаскиваешь кассету, кусок дешевого пластика, который теперь стоит дороже твоей жизни. Дукалис нервно ломает сигарету пополам, Волков смотрит в пол, а Мухомор молча прячет валидол обратно в ящик стола. Вы все понимаете. Если пустить дело по официальным инстанциям, прокурор продаст вас за чемодан баксов. Пленка случайно размагнитится в архиве, а вас по одному перещелкают в темных подворотнях. Закон здесь больше не работает. Значит, вы будете играть по правилам улиц. Вы — официальная власть. Но сейчас вы становитесь самой опасной и отмороженной ОПГ в Питере. Группировкой, которой абсолютно нечего терять. План рождается в сизом табачном дыму под тусклой лампочкой Ильича. Никаких ордеров, понятых и санкций. Это карьерное и физическое самоубийство. Но вы пойдете до конца. Вы отключаете милицейские рации и запираете табельное оружие в сейф, чтобы не оставить следов. В багажнике личных ржавых «Жигулей» летят только монтировки, пара неучтенных стволов, изъятых у братвы на прошлой неделе, и моток стального троса. Вы едете не в Смольный, где у чиновника рота вооруженной охраны. Вы едете за город, в элитный поселок, на его тайную недостроенную дачу за 3-метровым кирпичным забором. Туда, куда он приезжает без телохранителей. Вы переступаете черту, за которой нет возврата. Ночная трасса. Мокрый снег хлещет в треснутое лобовое стекло твоей ржавой шестерки. Дворники жалобно скрипят, размазывая грязь. Вы едете молча. В салоне пахнет мокрой шерстью, дешевым табаком и бензином. Элитный поселок за городом встречает вас глухими 3-метровыми заборами.
Это не дача, это настоящая крепость, построенная на украденные у страны деньги. Вы тормозите в лесополосе. Никаких приборов ночного видения и тактических крюков. Только старая монтировка и хриплое дыхание напарников. Дукалис подсаживает тебя. Ты перемахиваешь через кирпичную кладку, раздирая кожанку и ладони до крови. Плевать. Спрыгиваешь в снег, сбиваешь замок на калитке. Во дворе блестит черный «Мерседес». В панорамных окнах горит теплый свет. Вы врываетесь через террасу, вышибая стекло прикладом неучтенного дробовика. Хозяин жизни сидит у камина в шелковом халате и потягивает шотландский виски из хрустального бокала. Он даже не вздрагивает, когда ты наставляешь на него левый ствол. В голливудском фильме злодей бы упал на колени и зарыдал, но этот упырь просто делает глоток, презрительно кривит губы и смеется. Он знает, кто вы. «Нищие менты», — цедит он сквозь зубы. Он уверен, что вы пришли не убивать, а торговаться. Он лениво достает из сейфа тугую пачку 100-долларовых купюр и бросает ее на персидский ковер прямо к твоим грязным промокшим ботинкам. Испытание баблом – самое страшное оружие 90-х. Пачка хрустящих зеленых купюр шлепается на ворс персидского ковра. В этих бумажках твоя некупленная квартира, зимние сапоги для жены и нормальная еда на 10 лет вперед. Воздух в роскошной гостиной тяжелеет. Чиновник вальяжно откидывается в кресле, уверенный, что купил вас с потрохами. Это классика 90-х. Бабло побеждает зло. Но ты не тянешься за деньгами. Ты делаешь шаг вперед и с мерзким хрустом втаптываешь пачку грязным, промокшим ботинком прямо в дорогущий ковер. Улыбка на холеном лице начинает нервно дергаться. Дукалис молча задвигает плотные шторы, отрезая вас от внешнего мира. А Волков достает из-за пазухи тот самый кассетный магнитофон. Щелчок клавиши. И в элитной тишине раздается сдавленный голос киллера, сдающего заказчика со всеми потрохами. Лицо хозяина жизни стремительно теряет краски, становясь цвета грязного питерского снега. Он понимает, вы пришли не торговаться. Голливудский коп зачитал бы ему права и надел наручники. Но ты достаешь из кармана пустой бланк и дешевую ручку за 3 копейки, кидая их на стеклянный столик рядом с виски. «Пиши чистосердечное», — хрипишь ты. Чиновник срывается на виск, орёт про свои связи в Москве, про то, что вас завтра же сотрут в лагерную пыль, а семьи пустят по миру. И тогда ты делаешь то, от чего кровь стынет в жилах даже у твоих видавших виды напарников. Ты молча расстегиваешь куртку и достаешь из-за пояса левый, покрытый ржавчиной ТТ со спиленными номерами. Тот самый ствол, изъятый у мертвой братвы. С громким стуком ты кладешь его на стеклянный столик рядом с бланком. 2 варианта. Твой голос звучит глухо, абсолютно без эмоций. Первый. Ты берешь эту дешевую ручку, пишешь чистосердечное признание, и мы интеллигентно едем в тюрьму Кресты. Там у тебя будет шанс купить себе комфортную камеру и нанять армию адвокатов. Чиновник судорожно сглатывает. Его холеные пальцы впиваются в подлокотники кресла. «А второй?» — хрипит он, теряя весь свой лоск. Ты наклоняешься так близко, что он чувствует резкий запах дешевого табака и сырости от твоей одежды. А второй вариант. Завтра во всех утренних газетах выйдет некролог. Крупный чиновник не выдержал мук совести из-за связи с криминалом и пустил себе пулю в лоб из нелегального ствола. Прямо в этом дорогом кресле, после того, как сжег свои грязные взятки. В подтверждение твоих слов Волков сухо щелкает зажигалкой, поднося пламя прямо к растоптанной пачке баксов на ковре. В глазах хозяина жизни вспыхивает животный, первобытный ужас. Он понимает, перед ним больше не покорные сотрудники милиции, скованные уставом. Перед ним 4 загнанных в угол волка, которым абсолютно нечего терять. Его депутатская неприкосновенность осталась за закрытыми шторами. Дрожащая потная рука чиновника медленно тянется к ручке. Система дала трещину. Но ты еще не знаешь, какую страшную цену вам всем придется за это заплатить. Ручка со скрипом рвет дешевую бумагу. Холеный чиновник пишет чистосердечное, размазывая липкий пот и слезы унижения по лицу. Он сломлен. Ты аккуратно берешь исписанный листок, сворачиваешь его и прячешь во внутренний карман своей потертой кожанки. Победа? В голливудском кино на этом месте пошли бы титры под героическую музыку и аплодисменты. Вы грузите дрожащего хозяина жизни на заднее сиденье промерзшей шестерки и везете прямиком в изолятор. Сдаете дежурному. Утро встречает вас серым питерским рассветом и ледяным дождем. Ты приходишь в свой РОВД, вымотанный, с красными от недосыпа глазами, ожидая хотя бы скупого кивка от начальства.
Но вместо этого двери блокируют автоматчики в масках, а в коридоре стоят хмурые следователи из УСБ – Управление собственной безопасности. Гладкие, сытые волкодавы системы. Твой кабинет перевернут вверх дном, сейфы вскрыты, Дукалис прижат лицом к обшарпанной стене, Волков со связанными руками сидит на полу. У вас жестко изымают табельное оружие и красные корочки. Лощеные адвокаты чиновника уже состряпали сказку. Банда ментов-оборотней похитила уважаемого государственного деятеля, пытала его и выбивала показания под дулом левого пистолета. Ваша бумажка с признанием теперь улика против вас же. А сам чиновник уже пьет кофе в элитной клинике, раздавая интервью о милицейском беспределе. Тебя швыряют на тот самый прикрученный к полу стул в твоей же допросной. Капкан системы захлопнулся. Ты думал, что ты охотник, но ты всегда был дичью. Теперь ты сидишь на том самом прикрученном к полу стуле. Настольная лампа бьет прямо в воспаленные от бессонницы глаза. Вчера ты ломал здесь уличных отморозков, сегодня ломают тебя. Следователь УСБ в безупречно выглаженном костюме брезгливо морщится от запаха твоего пота и прокуренной куртки. Он бросает на выжженный окурками стол пухлую папку. Твое уголовное дело. Похищение, пытки, превышение полномочий. Лет на 15 строгача. Он ласково улыбается и вкратчиво, почти шепотом объясняет, что ждет бывшего мента в крестах на общей зоне. Там сидят те, кому ты лично ломал челюсти при задержании. Тебя порвут на куски в первую же ночь заточенной ложкой. Условие простое. Подпиши бумагу, возьми организацию на себя, и тебе сделают одиночную камеру. Классическая разводка для малолеток. Голливудский герой в такой момент произнес бы пламенную речь о правосудии. Но ты слизываешь с разбитой губы соленую кровь и глухо смеешься ему в лицо. Ты знаешь эту гнилую систему изнутри. Ты сам ее строил. Ты понимаешь, что Мухомор, ваш старый начальник, уже обрывает закрытые линии связи, поднимая тех немногих генералов, кто еще не продал офицерскую честь за акции нефтяных компаний. Ты не сдашь своих пацанов. Ты откидываешься на жесткую спинку стула, смотришь в сытые глаза следователя-оборотня и тихо, с расстановкой произносишь: «Доказывай, начальник». Кабинетная война объявляется открытой. Тебя кидают в камеру предварительного заключения. Бетонный мешок. Стены покрыты липкой черной плесенью. Вместо туалета – зловонная дыра в полу. А на нарах нет матраса. Ты падаешь на голые доски, впитывая каждой клеткой это унижение. Твоя сырая кожанка не греет. Ночью температура падает. Ты стучишь зубами от холода, обнимая колени. Гладкие следователи уверены, что через неделю ты сломаешься и подпишешь любые бумаги. Но система забыла одно. Ты не кабинетный червь. Ты – порождение этих промерзших питерских улиц. А улицы умеют быть благодарными. Пока УСБ шьет тебе красивый срок, твоя паутина агентов приходит в движение. Те самые карманники, алкаши и проститутки, с которыми ты делил сигареты, начинают копать. Они видят и слышат то, чего никогда не напишут в официальных протоколах. На третьи сутки железная дверь твоей камеры с оглушительным лязгом открывается. На пороге стоит не конвоир с наручниками. На пороге стоит Мухомор. Его лицо серое, как асфальт, под глазами черные мешки, а в руках он сжимает потрепанную картонную папку. Он молча кидает тебе на нары пачку твоих любимых дешевых сигарет, чиркает спичкой. Ты жадно затягиваешься едким дымом, ожидая худшего. Мухомор наклоняется и произносит фразу, от которой у тебя по спине бежит ледяной пот. Ты понимаешь, кабинетная бумажная война только что перешла в настоящую уличную мясорубку. Мухомор тяжело выдыхает едкий дым и произносит слова, от которых рушится твой мир. Казанову заказали час назад. Расстреляли машину в упор на Литейном. Он в реанимации, врачи шансов не дают. Тлеющая сигарета выпадает из твоих онемевших пальцев. Холод бетонной камеры мгновенно исчезает, сменяясь дикой, обжигающей животной яростью. Холеный чиновник решил не просто посадить вас. Он решил вас зачистить, умножить на 0, чтобы никто и никогда не задавал вопросов. Мухомор лезет во внутренний карман своего затертого плаща. С глухим стуком на голые доски нар падает твой табельный Макаров и изъятая красная корочка. «Я поднял старые связи в Москве», — хрипит подполковник, глядя тебе прямо в глаза. «УСБшники отступили, забрали дело. Но у нас есть ровно 24 часа, пока этот упырь не понял, что мы на свободе, и не перебил нас по одному». Голливудские копы в этот момент побежали бы к генеральному прокурору с новыми уликами. Но вы в России 90-х. Судов больше нет, есть только кровная месть.
Ты встаешь с нар. Вы выходите из камеры не как служители закона, а как эскадрон смерти. Теперь это личное. Больше никаких допросов, чистосердечных признаний и попыток играть по правилам. Вы собираетесь в гараже РУВД, молча защелкиваете полные обоймы и передергиваете затворы. Охота на хозяина жизни переходит в финальную кровавую стадию. И на этот раз пленных не будет. Вы едете на перехват. Дождь смывает с лобового стекла грязь, а с твоей души — последние остатки иллюзий о правосудии. Твоя агентура сработала безотказно. Чиновник празднует победу в элитном ресторане на Петроградке и через час поедет в аэропорт Пулково. Билет в один конец до Вены. Свои миллионы он уже вывел через офшоры. Он думает, что абсолютно неприкасаем, и вопрос с нищими ментами окончательно решен. Вы тормозите свои ржавые «Жигули» в темном узком переулке прямо на его маршруте. 2 машины спереди, 1 сзади. Классическая бандитская коробочка. Никаких мигалок, никаких предупреждений в мегафон. Только холодный расчет и пульс, кувалдой бьющий в виски. Из-за поворота вылетает тяжелый черный «Мерседес» в сопровождении джипа охраны. В голливудском кино копы красиво прострелили бы шины. В питерской реальности Дукалис просто выжимает газ в пол и на полной скорости таранит джип в бок. Оглушительный скрежет рвущегося металла, фонтан стеклянных брызг. Джип охраны намертво впечатывается в кирпичную стену. Мерседес визжит тормозами, пытаясь сдать назад, но Волков жестко перекрывает ему отход своей машиной. Капкан захлопнулся. Вы выскакиваете под ледяной ливень. В руках табельные стволы и тяжелые помповые дробовики. Охрана чиновника дезориентирована от удара. Вы высаживаете бронированные окна прикладами и вышвыриваете быков на мокрый асфальт лицом вниз. Никаких зачитываний прав, никаких адвокатов. Только голая уличная сила. Ты подходишь к задней двери Мерседеса. Бронированное стекло пошло густой паутиной трещин от удара. Ты не тратишь время на вежливые стуки. Тяжелый приклад дробовика с хрустом пробивает триплекс. Осколки летят прямо на дорогой итальянский костюм хозяина жизни. Ты хватаешь его за шелковый галстук и рывком вышвыриваешь в лужу, прямо в грязную воду и бензиновую пленку. Где теперь твоя неприкосновенность? Он трясется. Ледяной ливень смывает с его холеного лица все остатки надменности, оставляя лишь жалкую, скулящую панику. Еще утром он стирал вас в лагерную пыль одним звонком, а сейчас ползает у твоих стоптанных ботинок. Он судорожно лезет в карман, визжит сквозь слезы, что утроит ставку. $1 000 000, офшорные счета, все что угодно, только не убивайте. В голливудском финале ты бы зачитал ему права и гордо передал суду. Но в реальности 90-х суда нет. Сдашь его прокурорским, завтра он улетит в Вену, а Казанова так и не выйдет из комы. Волков молча взводит курок и приставляет ствол ПМ прямо к виску чиновника. Холодная сталь обжигает потную кожу. В глазах упыря застывает первобытный ужас. Он впервые в жизни понял, что его миллионы в этой темной подворотне не стоят даже ломаного гроша. Вы стоите над ним плотным кольцом. 3 нищих опера и 1 король жизни на коленях. Закон закончился. Начинается самосуд. Время останавливается. Ты слышишь только шум ливня и жалкое скулящее дыхание чиновника. Его мочевой пузырь не выдерживает. По дорогим брюкам расплывается темное пятно, смешиваясь с грязью из лужи. Великий хозяин города обоссался от страха перед обычным опером. Волков тяжело дышит. Его палец белеет на спусковом крючке. Одно нажатие, и месть за Казанову свершится. Кровь за кровь. Но ты мент, а не палач. Ты мягко опускаешь дрожащую руку Волкова. Чиновник истерически всхлипывает, решив, что пронесло. Но ты достаешь из его разбитого «Мерседеса» пухлый кожаный кейс. Тот самый, с которым он собирался бежать в Вену. Внутри номера офшорных счетов, компромат на верхушку и черная бухгалтерия всего криминального Питера. Его единственная страховка. Ты кидаешь кейс Дукалису и садишься на корточки перед дрожащим упырем. «Слушай сюда, гнида!» Твой голос режет воздух, как битое стекло. «Пуля для тебя — это слишком легко. Завтра утром копии этих бумаг лягут на стол ворам в законе и твоим подельникам из Москвы. Ты теперь никто. Без денег, без крыши и с мишенью на спине». Глаза чиновника расширяются от дикого первобытного ужаса. Он понимает, вы не просто его сломали. Вы бросили его в яму голодным псам, которых он сам же прикормил. У него остается только один выход, чтобы дожить до утра. Самому на коленях ползти в тюрьму и умолять спрятать его в одиночке Крестов.
Шах и мат по жестоким питерским правилам. Утро. Серый питерский рассвет с трудом пробивается сквозь грязные окна РУВД. Вы возвращаетесь в свой прокуренный кабинет. Адреналин уходит, оставляя после себя только свинцовую усталость, мелкую дрожь в пальцах и тупую боль в мышцах. Холеный чиновник сдержал слово. Он сам на ватных ногах прибежал сдаваться дежурному, визгливо умоляя запереть его в самую надежную одиночку крестов. Теперь сырая тюремная камера для него – самое желанное место на земле. Ты заходишь к мухомору и молча кладешь на его заваленный бумагами стол тот самый пухлый кожаный кейс с черной бухгалтерией. Это ваш новый бронежилет. Ядерная кнопка. Гарантия того, что УСБ и продажные прокуроры больше никогда не сунутся в ваш убойный отдел. Подполковник тяжело кивает, пряча кейс в железный сейф на 2 оборота. Внезапно раздается резкий телефонный звонок. Ты вздрагиваешь, рука рефлекторно ложится на кобуру. Трубку берет Соловец. Секунды ожидания тянутся, как липкая смола. Лицо Соловца светлеет, глубокие морщины разглаживаются. Он медленно опускает трубку и хрипло выдыхает. Казанова очнулся. Врачи говорят, выкарабкается. Вы переглядываетесь. Никаких голливудских объятий, слез радости и пафосных речей. Только скупые, измотанные мужские улыбки. Вы вытащили брата с того света и сломали хребет системе. Ты достаешь из шкафа недопитую бутылку дешевой водки и ломаешь руками черствый хлеб. Обычный завтрак питерского опера. Итог твоей игры. Статус. Жив, но выжат как лимон. Зарплата – 0 рублей за последние 6 месяцев. Выпито дешевой водки – 300 литров. Выкурено Беломора – 5000 пачек. Твоя печень давно просит пощады, а нервная система держится исключительно на черном юморе и крепком мате. Семья. Жена ушла, потому что ты давно женат на убойном отделе. Награды. Грамота, картонная медаль и вечная язва желудка. Ты не стал долларовым миллионером, не переехал на Рублевку и не купил виллу. Ты остался на своей улице разбитых фонарей. Но пока ты и твои нищие пацаны стабильными ПМ топчете этот асфальт, город может спать. Голливудские копы ушли бы в закат с чемоданом денег, а ты завариваешь дешевый чай в граненом стакане и ждешь нового звонка дежурного. А теперь посмотри на себя. Ты сидишь в мягком кресле, пьешь раф на кокосовом молоке и жалуешься на медленный Wi-Fi. Твой главный риск за день – получить выговор от босса в зуме. Ты бы не продержался в питерском РУВД 90-х и 2 часов. Эта эпоха написана кровью, порохом и спиртом. Кем ты хочешь стать в следующей жизни? Выбор за тобой. Пиши в комментариях. Вариант 1. Ликвидатор в Чернобыле. Невидимая смерть, привкус свинца во рту и секунды на крыше реактора. Вариант 2. Браток из 90-х. Малиновый пиджак, утюг, рэкет и пуля в затылок от своих же. Вариант 3. Солдат в Афгане. Жара, песок, засады душманов и цинковые гробы. Голосуй прямо сейчас. Подпишись на канал. Твоя новая жизнь уже ждет.